Всем привет! Скажите, а с чем у вас ассоциируется слово мохер? С теплым шарфом или снежным свитером ручной вязки? Или вообще ни с чем? Сегодня я расскажу об этом удивительном волокне, что это за шерсть, откуда пришла и в чем причина ее столь долгой популярности. А вы не забывайте подписываться, чтобы это видео увидело больше людей. Спасибо. Мохеровые изделия с давних пор пользуются повышенным спросом, хотя и не относятся к категории дешевых. Но далеко не все, у кого в гардеробе есть одежда из мохера, имеют четкое представление о том, из чего его производят, чем он отличается от обычной шерсти и как за ним ухаживать. Мохер или ангора – это пряжа из шерсти ангорской козы. В 20 веке название ангора захватило шерсть ангорских кроликов, что вызвало многочисленные разночтения. Поэтому сейчас правильное название этой шерсти только мохер или шерсть ангорских коз. Ангорская или кемельская коза от арабского чеман – тонкий. Одна из пород домашней козы с большими отвислыми ушами и длинной мягкой шерстью. Слово махер происходит от арабского мухаяш – ткань из козьей шерсти, которая в средние века трансформировалась в махер. Из-за прочности и красивого блеска махер называют алмазным волокном. Как говорят археологи, козы, вероятно, были первыми животными, а домашним человеком. Еще во времена неолита люди занимались их селекцией. На местах стоянок древних людей ученые нашли подтверждение, что коз отбирали по телосложению, количеству молока и репродукции. В Ветхом Завете говорится, что Авраам, отец еврейских и арабских народов, ушел из Ура со своими стадами коз, а затем евреи сделали в пустыне большой шатер для храма из сплетенной козьей шерсти. Ангорские козы появились в Малой Азии. Первые упоминания о них встречаются в шумерских клинописных табличках и в Библии, датирующих происхождение этой породы между XII и XV веками до нашей эры. Белый шелковистый мохер был желанным волокном в библейских ссылках, где Моисей упоминает эту породу в 1500 году до нашей эры. В те времена козы, как наиболее ценные животные, жили в домах вместе с людьми. История этой породы удивительно запутана, но наиболее вероятно считается версия, что уже в нашем тысячелетии ангорские козы были завезены с Иранского Нагорья турецкими племенами, пришедшими в Анатолию, это территория современной Турции, в XI и XII веках во времена Сулейман-Шаха. Со временем порода трансформировалась в климатических условиях Турции и приобрела свои уникальные характеристики. Козы хорошо прижились в своем новом доме и высоко ценились турками за прекрасную шерсть, из которой ткали тонкие ткани для султана и его приближенных. Европейцы впервые увидели эту козу примерно в 15 веке, а так как более 2000 лет назад турецкая столица Анкара называлась Ангора, коз стали называть ангорскими. Лучших чистокровных коз разводили на равнинных и горных пастбищах в окрестностях Ангары. Ангорские козы были известны своей длинной белой шерстью, из которой ткали блестящие шелкоподобные ткани. Турки даже разместили изображение ангорских коз на банкноте 50 лир в 1938 году. Долгое время мохер производился исключительно в Турции, а до XIX века вообще существовал запрет турецкого султана на вывоз из Турции как самих коз, так и их шерсти. Тем не менее, козочки и их шерсть постепенно просачивались в Европу. В XVI веке французский натуралист, профессор Парижского университета Пьер Белон во время своего путешествия по югу Турции описывал коз с белоснежной шерстью, такой нежной, что ее можно было счесть тоньше шелка. Первые козы ангорской породы были привезены в Европу в подарок императору Римской империи Карлу V около 1554 года. После этого с XVI по XVIII век совершались немногочисленные попытки разведения ангорских коз в Испании и Франции под присмотром турецких пастухов. Например, в XVIII веке ангорских коз разводили на ферме Людовика XVI. В 1820 году королева Великобритании Виктория наконец оказала давление на султана Турции, и запрет на поставку в Европу сырого мохера был снят, что создало резкий рост спроса на мохер, превысивший возможности Турции. Это привело к неудачной практике скрещивания ангорских коз с местными курдскими козами в Турции, что почти уничтожило чистокровных животных и привело к получению шерсти гораздо худшего качества. В XIX веке ангорские козы попали в Южную Африку, которая была тогда британской капской колонией. Это вообще почти детективная история.
1838 году полковник Хендерсон, бывший житель Бомбея, купил в Турции небольшое стадо ангорских коз для разведения в Южной Африке. Коз доставили по суше из Анкары в Измир, оттуда в Стамбул, Александрию, Суэц, Аравию, Персию, Бомбей и после этого в Капскую колонию, как называли тогда ЮАР. Большинство коз погибло во время путешествия, которые пережили только 12 козлов и одна козочка. По прибытию же выяснилось, что все козлы были кастрированы турками, чтобы продлить свою ангорскую монополию. К счастью, самка была беременна, и ее козлята стали прародителями огромных стад ангорских коз в современной ЮАР. Потомков беременной козы изначально скрещивали с тщательно отобранными чисто белыми местными козами. В 1897 году уже половина всех поставок ангорской шерсти в Британию поступала из Капской колонии, а сейчас их там около 10 миллионов. В середине 19 века ангорские козы попали в США. Тогдашний султан Турции Абдул-Меджид I решил разводить хлопок и пригласил для консультации американского ученого Джеймса Дэвиса. Благодарность за работу ученый получил от султана 9 ангорских коз, которых продал по возвращению в Америку заводчикам. Один из этих козлов, Билли, стал предком 70 тысяч коз Калифорнии. В результате гражданской войны большую часть коз съели, но в конце концов разведение ангорских коз стало процветать в Техасе, где было достаточно кормовой базы. Техас и по сей день остается крупнейшим производителем мохера в США, а правительство субсидирует эту отрасль животноводства как особо важную. В небольших количествах коз ангорской породы разводят во Франции, Италии, Греции, Франции, Аргентине, Новой Зеландии и Австралии. На территории СССР создали свою вариацию турецких коз, советскую шерстную. Родоначальниками породы стали ангорские козлы и местные козочки. Сейчас в России ангорских коз можно встретить на Кавказе. Мировой объем производства мохера составляет около 4,5 миллионов килограмм, из которых 51% произведен в Южной Африке, а 60% в Лесото. Это небольшое государство-анклав, со всех сторон окруженное ЮАР. В совокупности Южная Африка производит 2/3 мирового объема мохера. Ангорские козы имеют мягкую шерсть, которая образует длинные вьющиеся локоны. Шерсть покрывает все тело, кроме морды и нижней области ног. Многие столетия разводили исключительно коз с белой шерстью, но сейчас разводят из черной, серой, серебристой и коричневой. Уникальным показателем, по которому оценивается мохер, являются характеристики локона шерсти козы. По-английски эти показатели называются стиль и характер. Стиль показывает степень закрученности локона шерсти, а характер – количество извитков локона на единицу длины. Идеальный баланс этих характеристик обеспечивает получение пряжи с наилучшими характеристиками. Наилучшее их сочетание – это хорошо и равномерно закрученный локон с равномерно распределенными извитками. Слишком закрученный или слишком извитый локон дает пряжу более низкого качества. Ангорских коз стригут 2 раза в год, в отличие от большинства овец, которых стригут только 1 раз. Это связано с быстрым ростом шерсти со скоростью до 2,5 см в месяц или около 30 см в год. Мохер, полученный в результате летней стрижки, по стилю и характеру лучше зимнего. В зависимости от длины шерсти волокну присваивается класс А при длине выше 160 мм, Е от 50 до 75 мм. Идеальной считается длина шерсти от 125 до 150 мм, так как она идеально подходит для прядельного оборудования. Более короткое и длинное волокно меньше ценится и стоит дешевле. С козлов получают до 7 кг шерсти, а с коз до 4. Выход чистого мохера из сырой шерсти 65-80%. А стоимость мохера в 2 и более раз выше обычного тонкорунного мериноса и составляет около 20-30 долларов за килограмм волокна. Из коз также вычесывают пух с очень тонкими волокнами до 20 микрон. Этот мягкий пух используют для производства невесомых шалей и платков. Здесь, как и с любым другим волокном, действует правило: чем тоньше волокно, тем оно дороже, так как из более тонкого волокна можно получить более тонкую пряжу, ну и соответственно легкие ткани. Опытные специалисты-классификаторы на глаз оценивают тонину шерсти, мягкость волокна и характеристики локона. Чем мягче волокно, тем оно тоньше.
Также классификаторы определяют наличие в мохере мертвого волоса и ости, которые ухудшают качество шерсти. При большом их содержании шерсть считается непригодной к переработке. Мохеровую шерсть делят в зависимости от тонины волокна, длины, стиля и характера. Первое. Супер кит мохер. Самая ценная шерсть козлят, которых стригут первый раз в жизни в возрасте 6 месяцев. Тонина таких волокон всего 22-25 микрон. Это самые тонкие мохеровые волокна. Диаметр волокна мохер увеличивается по мере роста козочки. Такие волокна маркируются как FFK – Fine Kit, Summer Kit. Шерсть второй стрижки обозначается как FK – Fine Kit или Winter Kit. Буква S в маркировке обозначает лучший стиль. Так маркировка волокна BSFFK обозначает самый лучший стиль. Это очень тонкое волокно длиной 125-150 мм без мертвого волоса и ости. Далее следует кит мохер. Это мохер высокого качества от козлят до 18 месяцев. Тонина волокна 25-30 микрон. Затем Fine Adult. Это возраст от 24 до 30 месяцев, и Adult это козочка старше 30 месяцев. Adult мохер это мохер среднего класса с тониной волокна выше 30 и до 42 микрон. Колется или не колется изделие из мохера зависит от тонины волокна. Ощущение колкости происходит от контакта рецепторов кожи с тонкими кончиками остевого волоса в пряже. Ость это более грубое волокно, чем пух и переходный волос. Чем тоньше волокно, тем меньше раздражение рецепторов. Соответственно, суперкит и кит-мохер колоться уже не будет. Также на ощущение колкости влияет ворсистость или пушистость пряжи изделий. Чем больше ворсинок, тем больше их суммарное воздействие на рецепторы кожи. Ощущение колкости прежде всего зависит от того, насколько высок ваш порог чувствительности. Поэтому перед покупкой изделия просто приложите его к коже, и вы все поймете. Перейдем к обработке шерсти. Чтобы облегчить процесс сортировки, коз перед стрижкой делят на возрастные группы, а затем стригут отдельно. После стрижки ручная сортировка, чтобы получить пряжу из волокон с близкими характеристиками. Этот процесс включает визуальный осмотр, измерение длины, мягкости и загрязненности волокна. Следующим этапом переработки является промывка и очистка сырой шерсти для удаления жира и грязи. Этот процесс происходит на фабриках-шерстомойках, так же, как и для обычной шерсти. Если шерсть загрязнена растительными примесями, особенно цепкими, такими как репейник, то она подвергается карбонизации. Это процесс обработки шерсти раствором серной кислоты, при котором растительные примеси обугливаются и выпадают, а шерсть при этом не повреждается. Далее происходит чесание мохера на специальных чесальных машинах для разделения волокон и удаления посторонних примесей. Для наиболее качественной тонкой шерсти применяется дополнительный процесс гребнечесания, в процессе которого удаляются короткие волокна, а длинные распрямляются. Пряжа по такой технологии получается более тонкой, гладкой и блестящей, но и более дорогой. Мохеровую пряжу можно вырабатывать по аппаратной и комвольной системам прядения шерсти. По аппаратной получают более толстую, объемную и пушистую пряжу для вязания изделий верхнего трикотажа. По комвольной получают самую тонкую качественную пряжу для легких тканей и трикотажа высокого качества. Мохеровая пряжа может использоваться и в ткацком, и в трикотажном производстве. Вязать изделия из мохера можно машинным и ручным способом. Как раз очень много мохеровой пряжи используется именно для ручного вязания. В основном из мохера вяжут кулирный трикотаж, переплетение кулирная гладь, ластик и интерлок. В 90-х годах 20 века произошел ряд скандалов, связанных с информацией о жестоких методах стрижки коз, после чего некоторые бренды были вынуждены отказаться от его переработки в угоду экоактивистам. H&M, Gap и Lacoste, например, отказались продавать продукцию из мохера, несмотря на то, что это волокно можно состригать и без жестокого обращения. Впечатление мохеровой шерсти как о неэтичной ткани привело к резкому падению продаж. В итоге же это снижение популярности сделало мохер более дорогим и так называемым нишевым товаром. Сейчас изделия из мохера, полученные по всем экостандартам, снабжают сертификатом Responsible Mohair Standard RMS. Это стандарт ответственного производства мохера, который действует с 2020 года и гарантирует покупателю, что с животными обращались бережно, а экология не пострадала. Этот сертификат гарантирует проверку сторонними организациями всех стадий производства мохерового волокна.
Поговорим о свойствах мохерового волокна. Мохеровое волокно, как и любая другая шерсть, относится к белковым волокнам и состоит в основном из белка кератина. Чтобы понять, почему свойства мохеровых изделий отличаются от обычных шерстяных вещей, давайте посмотрим на мохеровое волокно под микроскопом и сравним с обычной шерстью. Посмотрите, структура волокна похожа на структуру овечьей шерсти, но внешний чешуйчатый слой или кутикула имеет примерно половину числа чешуек, встречающихся в тонкой овечьей шерсти. Поскольку чешуйки лежат почти плоско с небольшим перекрытием, поверхность волокна более гладкая, чем у овечьей шерсти. Волокна мохера почти не имеют сердцевины, снижающей прочность волокна. Из-за таких особенностей чешуйчатой структуры мохер не так легко сваливается, как шерсть, и гораздо меньше пеленгуется. Поэтому часто мохер выбирают для люксовой одежды. Длинное и гладкое волокно мохера обладает уникальным естественным блеском, из-за которого его и прозвали алмазным волокном. Волокна сравнительно прямые и плоские, что обеспечивает равномерное отражение света от крупных внешних чешуек. Волокна мохера тонкие и мягкие. Мягкое зависит от того, из какого именно мохера сделано изделие. Из-за гладкости и особенностей чешуйчатой структуры изделия из мохера менее склонны к прилипанию грязи и пыли. На вязаных изделиях из мохера образуется своеобразный флер или пушистый ореол, который выделяет его среди других материалов уникальным внешним видом. Эта пушистость обусловлена структурой самого волокна из локона, который имеет природную извитость, то есть те самые стили характер. За счет этого пряжа удерживает очень много воздуха, сообщая изделиям мягкость, воздушность и исключительную теплоту. Мохеровая пряжа пушистее альпака и кашемира. Пушистости конкуренцию может составить только ангорский кролик. Пушистая пряжа занимает больше объем в изделии, а значит более тонкая мохеровая пряжа занимает такой же объем, как обычная пряжа большего диаметра. Вот в чем секрет необычайной легкости изделия из мохера. Очень удобно брать легкие и теплые свитера с собой в путешествие. Если изделие из обычной шерсти весит 400 грамм, то такое же изделие из мохера будет весить всего 100 грамм. Таким образом, и цену на клубок мохеровой пряжи можно разделить примерно на 3 или на 4, и только тогда сопоставлять с другой пряжей. За счет такой структуры изделия из мохера обладают высокой воздухопроницаемостью и поддерживают хорошую циркуляцию воздуха и теплообмен с окружающей средой. Поэтому мохеровые изделия не только сохраняют тепло зимой, но и хорошо отводят лишнюю влагу от тела в более теплую погоду, сохраняя комфортное состояние организма. Мохеровые волокна очень однородны по длине и диаметру. Прочность волокна 11,8-12,8 см на текс, что немного больше, чем у овечьей шерсти, а высокое разрывное удлинение до 30% обеспечивает высокую эластичность изделий. Изделия могут многократно растягиваться и возвращаться в исходную форму. Благодаря этому мохеровые изделия почти не мнутся и не вытягиваются при эксплуатации. Плотность волокна такая же, как у обычной шерсти, 1,32 грамма на кубический сантиметр. Мохер является малогорючим волокном. Под воздействием открытого пламени он сморщивается в черный шарик. Как только его убирают из пламени, горение мгновенно прекращается. Поэтому первые детские плюшевые мишки были мохеровыми. Гигроскопичность мохера такая же, как у обычной шерсти, составляет 13%. Мохер устойчив к износу, многократным стиркам и обусловливает высокую долговечность изделий. Из-за высокой стойкости к стиранию мохеровая пряжа используется в том числе в ковровом производстве. Мохер очень хорошо окрашивается в самые разные цвета, оттенки и долго сохраняет цвет. Недостатком мохера является его более высокая цена по сравнению с обычной овечьей шерстью, частые подделки и сложность ухода. Важной особенностью пряжи из мохера является то, что из-за гладкости волокна в составе изделия его никогда не бывает больше, чем 80-83%, иначе пряжа или изделие из него просто распадется на отдельные волокна. Поэтому используют мохер исключительно в смесовых пряжах. В качестве связующего компонента может выступать, например, тонкая комплексная химическая нить, полиамидная, к примеру. Соотношение может быть разным. Чаще всего содержание химической нити до 30%. Полиамид практически не заметен в пряже, но придает ей дополнительную прочность и износостойкость. Или в состав пряжи добавляют другое волокно, чаще всего шерстяное. Частые смесовки с мериносом, альпаком или шелком. Например, суперкит мохер 70% и 30% шелк, когда благородным блеском обладают оба компонента.
Добавление же мериноса позволяет лучше связать волокна между собой за счет структуры чешуек овечьей шерсти и снизить цену изделия. Из мохера производят одежду для любого возраста, в том числе для детей. Маркируется мохер как VM или мохер. Мохеровая пряжа используется для производства костюмных и пальтовых тканей высокого качества, вязаных изделий, свитеров, шарфов, шалей, палантинов, носков, мягких игрушек и предметов быта. Например, волос для кукол, покрывал, штор, ковров и теплых нежных пледов. Волокна кит и суперкит мохер самые мягкие и используются для производства одежды, соприкасающейся с телом. Волокна взрослых коз используются для производства одежды второго и третьего слоя, домашнего текстиля и ковров. Много мохера используется для альпинистской и лыжной одежды. Очень популярны тонкие вязаные прозрачные вещи из мохера. Они легкие и воздушные, и для этого их вяжут с невысокой плотностью. Расход пряжи при этом небольшой. Если вы не будете надевать куртку поверх мохерового свитера, то он дольше сохранит свой внешний вид и пушистость. Такие пушистые вещи, как мохер, не любят стирку в принципе, поэтому не злоупотребляйте ею. Лучше всего подойдет ручная стирка и полоскание при температуре около 35 градусов без замачивания. При замачивании скрученные волокна мохера распрямляются, они становятся более рыхлые и волокна начинают вылезать из пряжи. Лучше стирать специальными средствами для шерсти или мягким шампунем для волос. Во время стирки вещи нельзя тереть и перекручивать. При полоскании для сохранения цвета можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты. Отжимать изделие лучше махровым полотенцем, а влажные изделия расчесать щеткой. Сушить в горизонтальном положении при комнатной температуре, а вместо утюга использовать отпариватель. Хранить на вешалках с мягкими плечиками или в сложенном виде. Как все непросто, да? Ну а что вы хотели? За дорогими вещами и уход непростой. Вот что говорит об этом бабушка современного вязания Элизабет Циммерман. Стирка настоящего свитера подобна купанию ребенка. В результате вы получите чистое, красивое, приятно пахнущее создание и массу удовлетворения. Всем привет! Не забывайте подписываться, а если вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании.